Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Истории с мобилизацией преступников для участия в преступной войне против Украины набирают в России обороты и становятся еще более абсурдными. Власти собираются отправить на войну до 40% подсудимых, то есть тех, кто еще не осужден, а только находится в стадии судебного процесса. Законопроект, позволяющий это делать, Дума приняла в конце сентября. Раньше контракт могли заключать только подследственные на стадии предварительного следствия или уже осужденные. Народные избранники устранили этот возмутительный барьер. Это не только новые меры по замещению тех, кто уже отправился на фронт из исправительных колоний, превратившись в украинский чернозем, но и свидетельство того, что в стране заканчиваются другие ресурсы пополнения армии. С мобилизацией у Путина серьезная дилемма. Он не решается ее начинать. Власть пошла на еще один отчаянный шаг, которым демонстрирует полное безумие системы. Что это значит для вас, для страны в целом и для правоохранительной системы, разберем прямо сейчас. Как всегда, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и, разумеется, подпишитесь на этот канал, если вы до сих пор еще не сделали этого. Итак, начинаем. Новый закон, принятый в сентябре 2024 года, позволяет заключать контракт для участия в войне не только до суда или после вынесения приговора, как это было ранее, но и непосредственно во время судебного разбирательства. Закон пока не подписан Путиным, но работа в органах по вербовке новых полуфабрикатов для войны уже идет полным ходом. Как выяснили важные истории, подсудимых в СИЗО активно готовят к отправке, оценивают их годность к службе и даже мотивируют следователей заключать больше контрактов с фигурантами дел. В каждом из 210 СИЗО планируется собрать около сотни человек на фронт, и что в итоге может привести к отправке на войну еще порядка 20 тысяч человек. В итоге из 60 тысяч подсудимых собираются завербовать около 40%. Такой подход – это не что иное, как попытка замаскировать очередную волну мобилизации, которую власти всячески стараются то ли избежать, то ли отсрочить, понимая, что она вызовет новый всплеск недовольства. Ранее, еще в пригожинские времена, активно вербовали зэков из колоний, но уже сейчас этот источник мяса значительно уменьшился, и власти вынуждены искать новые способы пополнения людских резервов. Значительная часть осужденных, особенно тех, у кого легкие так называемые статьи, и которым осталось недолго сидеть, не особо горит желанием идти на фронт. Поэтому приходится брать тех, кто только ожидает приговора, еще не успев осознать, во что их втягивает. Это очередное свидетельство того, насколько цинично режим Путина готов использовать людей как расходный материал, пренебрегая при этом безопасностью общества. Когда другие методы пополнения войск иссякают, власть начинает эксплуатировать даже тех, кто еще не осужден, пытаясь выжать из судебной системы максимум. Сюда же добавляется новый показатель эффективности, так называемый для следователей. Если удается уговорить подсудимого подписать контракт с Минобороны, это идет в плюс и приносит дополнительные премии. Этот абсурдный план только подчеркивает, насколько режим измотан и отчаянно пытается сохранить свои ресурсы. Адвокаты уже заявляют, что условия содержания в СИЗО ужесточаются, подсудимых буквально выкуривают оттуда, чтобы заставить их согласиться идти на войну. Все это показывает, что система путинского государства не просто сгнила, она перешла к самым диким методам удержания власти, отправляя людей умирать и убивать за сохранение режима, который цинично использует каждый доступный ресурс для продолжения бессмысленной преступной войны. По сути, этот закон – это чистой воды принуждение, узаконенное на уровне государства. И что самое отвратительное, каждый новый шаг Кремля в этом направлении только усугубляет положение. Вопрос о новой волне мобилизации висит в воздухе, и, судя по всему, решение о массовом использовании подсудимых – это лишь временная мера, которая вскоре может закончиться, когда этот ресурс тоже будет исчерпан. Властям придется начать мобилизацию. Такое решение о массовой отправке подсудимых на фронт вряд ли вызывает восторг среди сотрудников МВД, чья работа – это задержание этих самых преступников. Представьте себе, каково это годами бороться с преступностью, тратить ресурсы, рисковать своей жизнью, задерживая опасных людей, а потом видеть, как этих же преступников просто отпускают, минуя правосудие. Теперь сотрудники МВД
сталкиваются с преступниками дважды. Сначала они их ловят, затем государство их отпускает на войну, а после возвращения те становятся еще более опасными. Как бороться с такой угрозой, когда полицейский знает, что снова встретится с теми, кого годами пытался изолировать от общества? И в чем смысл теперь ему вообще напрягаться? Те сотрудники МВД, которые привыкли видеть результат своей работы в вынесении обвинительных приговоров и отправке плохих парней за решетку, теперь будут наблюдать, как весь их труд обесценивается в угоду текущим военным нуждам кремлевского сумасшедшего. Для многих полицейских и следователей это решение не только морально унизительно, но и подрывает их веру в правовую систему, которую они формально обязаны защищать. Ведь если преступники вместо наказания получают возможность подписать контракт и отправиться на фронт, то какая мотивация остается у сотрудников МВД? Для них это выглядит как банальная распродажа правосудия, где государство перекладывает ответственность за свою армию на тех, кого оно же ранее заклеймило как угрозу обществу. Этот циничный шаг также может привести к деморализации сотрудников правоохранительных органов, которые видят, что их работа становится бессмысленной. Они прекрасно понимают, что избежавшие наказания и отпущенные на войну подсудимые в случае их возвращения станут еще более опасными для общества, и бороться с ними придется снова тем же полицейским, только теперь против преступников с окончательно поехавшей крышей и закаленных боях. С момента начала вторжения в Украину благодаря Путину на свободу вышли уже тысячи преступников, которые не отбыли свое наказание. Все они представляют опасность для общества. Таким образом, отправка преступников на войну, в какой бы форме она ни была реализована, может породить недовольство не только в обществе, но и среди тех, кто годами служил и служит в органах. Отправка подсудимых, подследственных и осужденных на войну может значительно усугубить работу правоохранительных органов. И вот как это может проявиться. Во-первых, это приведет к моральной демотивации как адекватных, так и обычных сотрудников МВД. Когда полицейские видят, что преступники, которых они с трудом ловили, просто избегают правосудия через участие в преступной, бессмысленной войне, сотрудники МВД могут перестать чувствовать значимость своей работы. В их глазах правосудие становится инструментом временного использования, что может привести к циничному восприятию своей роли. Это также будет оказывать негативное влияние на качество самой работы. Сотрудники могут осознанно или подсознательно перестать уделять должное внимание своим обязанностям. Если они знают, что даже самые опасные преступники могут быть освобождены от наказания, это будет демотивировать их искать правовые пути для борьбы с преступностью. Закономерный рост преступности. Те подсудимые, которые вернутся с фронта, могут стать еще более опасными из-за боевого опыта, психических травм и, самое главное, чувства безнаказанности. Вернувшись в города, они снова будут угрожать обществу, что приведет к новым задачам для полиции, связанным с контролем их действий. МВД придется снова сталкиваться с теми же преступниками, которых полицейские совсем недавно изолировали от общества, что многократно усилит нагрузку на систему. Очевидно, что это все вызовет утрату доверия к полиции. Граждане могут начать воспринимать полицию как бессильную структуру, если видят, что преступники не несут ответственности за свои деяния. Поставьте себя на место жертв преступников. Это еще больше подорвет и так почти околоплинтусный авторитет полиции, и даже ватное Z-общество начнет сомневаться в ее способности поддерживать порядок. Полиция станет восприниматься не как инструмент правосудия, а как бюрократическая структура, которая не может эффективно защищать общество. Внутри системы МВД может возникнуть конфликт между различными подразделениями, особенно если некоторые сотрудники поддерживают идею отправки подсудимых на войну как способ избавиться от них, тогда как другие считают это предательством правосудия. Это может привести к внутренним напряжениям и ухудшению координации между подразделениями. Для честных и адекватных полицейских это все действительно выглядит как предательство их работы и принципов, что может привести к еще большему разложению правоохранительной системы. Ну а тем неадекватным сотрудникам, которые считают и продолжают верить в то, что служба в полиции – это присяга на верность режиму и рвут ради этого свои задницы, это даст мотивацию с еще большим усердием фабриковать уголовные дела, чтобы пополнять армию мясом. Кстати, для оценки работы следователей и оперативников уже ввели новые критерии. Ранее, если дело не доходило до суда, это считалось негативным
показателем. Теперь же достаточно уговорить задержанного подписать контракт, и это засчитывается в плюс. Плюс к этому еще и премии. Ведь главная задача теперь завербовать как можно больше людей. Вся эта история наглядно демонстрирует глубину деградации всей системы, которую построил Путин за четверть века нахождения у власти. Но бесконечные попытки скрыть реальную картину происходящего путем отправки на войну даже тех, кто еще не осужден, лишь временно маскируют те проблемы, с которыми сталкивается путинская армия и государственный аппарат в целом. Система, которая годами ломала людей, теперь ломает самих сотрудников, и это дает еще немного надежды на то, что однажды хребет этой системы все же сломается. Я, как и всегда, считаю всех, кто принимает участие в войне против Украины, преступниками, и неважно, как они там оказались. Те, кто вербует разными способами людей на эту войну, такие же преступники. Это относится к следователям, операм, сотрудникам ФСИН и прочим сотрудникам, которые в погоне за премиями или за плановыми показателями пополняют морально деградировавшую преступную путинскую армию новым мясом. Вы все конченые мрази. Эта война – это большое преступление против Украины и большой позор для России. В этом нельзя принимать участие ни в каком виде. У меня на сегодня все. Для получения оперативной информации не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.